Как найти идеальные точки входа по индикатору RSI, оптимизировать take profit и stop loss, получить достойный профит на всей истории торгов. И сегодня с этими вопросами мы будем разбираться на российском рынке, на акциях СПАО Сбербанка. Итак, давайте с вами начинать. В этом нам помогут, собственно говоря, три скрипта. Первый скрипт торговой стратегии, где мы, собственно говоря, настроим take profit и stop loss. Второй скрипт – это оптимизатор. Оптимизатор take profit и stop loss на текущей истории графика. Но так как мы находимся на 4-часовом графике, нам доступна вся история, начиная с 25.03.2013 года. Вот. И дальше с помощью данного скрипта в связке с индикатором RSI Signal, с которым вы можете ознакомиться в моем профиле, ознакомиться, на чем основаны его сигналы, мы настроим внутренние параметры индикатора. Давайте с вами начинать. В первую очередь давайте отключим сеточную стратегию. Мы видим, что здесь у нас сделки закрываются по сетке. Видим, что у нас тут заработок в рублях 19 рублей, мы зарабатываем 98. Давайте сначала уберем сеточную стратегию. Нам необходимо поставить в количестве страховочных ордеров 0, подключить take profit и stop loss. Подключаем take profit и stop loss и отключаем режим non-stop. Обязательно выбираем здесь коннектор, RSI Signal Connector, для того, чтобы от индикатора RSI поступали сигналы в нашу торговую стратегию. И также нам необходимо поставить от точки входа take profit и stop loss, также тип stop loss от точки входа, от entry point. Все, на этом торговую стратегию мы с вами настроили, и давайте переходить к оптимизатору. Оптимизатор сейчас сброшен до, соответственно, настроек по умолчанию. Нам необходимо что сделать? Во-первых, мы настроим первичные настройки, мы будем торговать в лонг, добавляем режим мод внешнего сигнала, добавляем сюда также сигнал, RSI Signal Connector. Количество баров 25 тысяч, мне доступно 20 тысяч баров на премиум подписке, поэтому в этот диапазон укладываемся. Сортировать будем по профиту, также я добавил в этот скрипт WinRate, дальше мы с вами его рассмотрим. Количество комбинаций в 10 будет показываться в таблице, и закрывать последнюю сделку нам не обязательно, чтобы она нам не портила статистику. Проскальзывание я здесь не буду указывать. Единственное, что я здесь поменяю, это комиссию поставлю 15 сотых, потому что при расчетах профита он совпадает с профитом торговой стратегии. Такой нюанс есть на акциях российского рынка. Идем дальше. Нам необходимо выключить страховочные ордера, поставить здесь 0, выключить полностью сеточные параметры. Оставить take profit. Давайте мы его оставим от 5 до 15, от 5 до 15, если что, потом максимизируем шагом 0,5. И стоп-лосс также от entry point, также я добавил сюда от последнего страховочного ордера, если оптимизировать сеточные стратегии. Стоп-лосс мы включаем и ставим его от 3, например, до 10, но шаг здесь мы чуть-чуть поменьше поставим, 0,2. Объем первого ордера у нас 100%, то есть мы каждую последующую сделку будем входить на 100% уже с учетом как стоп-лосса, так и take-профита, да, то есть если мы заработали, то мы входим на большую сумму, если мы потеряли, то, соответственно, меньше. Здесь также еще добавлен фильтр по винрейту, по умолчанию он выключен, и максимальная длина сделки теперь указывается в днях. То есть здесь я по умолчанию 150 дней поставил, а это 5 месяцев. Мы сейчас пока с такими настройками начнем оптимизировать, подбирать параметры. Итак, давайте включаем оптимизатор, будем смотреть, что у нас предварительно показывается. Показывается у нас предварительно 124%. 124%. Давайте с вами будем настраивать наш индикатор RSI. В первую очередь я хочу отключить сигналы с Bollinger Bands. С EMA они понадежней, подостоверней, так как у нас в целом, мы обозначим нижнюю границу, и когда уже на выход с нижней границы, уже на подтверждение у нас приходит сигнал от средней скользящей. Если бы мы подключили сигналы от Bollinger Bands, то они у нас случаются раньше и, как правило, не всегда точны. Но это, опять же, в каких, смотря случаях. Да, здесь мы видим, что мы на самом минимуме вошли в сделку. Но я предварительно тестировал эту пару, поэтому оставлю сигналы от Moving Average, средний скользящий. Итак, давайте с вами настроим в первую очередь нижнюю границу. Во-первых, поставим от единицы, и будем смотреть, увеличивать, соответственно, показатель, может быть, уменьшать. Давайте сначала до 35 спустимся и с 35 начнем повышать. Итак, у нас 240, это уже хорошо, 240, 155, 176. Как видите, скрипт быстро прогружается, 315 пока самый большой показатель на 41, да, 42, 309, 43, 352, самый лучший пока.
410, 45, 46, 47. 47 пока самый лучший. Так, 50. Ну, 50, я думаю, уже смысла нет. Идти дальше 412. Давайте на 47 и останемся. У нас 492% профит по текущим настройкам, да, по текущей истории графика. Ну, а это, собственно говоря, вся история торгов, да, начиная с 25.03.2013. Вот. Обращаем внимание, что в обновлении скрипта оптимизатора здесь, соответственно, начали учитываться свечи, в том числе с гэпами, да, с выходными, то есть он не считает выходные, вот, и все данные корректно отображаются. Вот, 47 мы оставляем, и давайте еще подкрутим длину средней скользящей, чтобы она, я думаю, в меньшую сторону, чтобы она быстрее реагировала на изменения. Давайте попробуем в меньшую сторону пойти, 494, 715 на 13, да, у нас на 13, да, 715, это уже классный показатель, идем дальше. 13 запомнили. Так, ну пока у нас в меньшую сторону. В меньшую сторону. 566. 907. 1245. 1245 у нас с длиной 5. Давайте четверку посмотрим. Нет. Ну, это у нас получается максимальная вообще комбинация по максимальному профиту, которая у нас была за всю историю торгов. В целом, предлагаю на этой комбинации остановиться по оптимизации, соответственно, параметров. Ну и также можем посмотреть, как совершаются у нас тут сигналы. Вот, видим, что средняя скользящая у нас очень хорошо реагирует, стала быстрее реагировать. Да, частота сигнала достаточно высокая, вот, но за счет того, что мы сейчас прооптимизируем take profit и stop loss, у нас, собственно говоря, улучшатся результаты. Так, давайте вводить в стратегию. В стратегию у нас, собственно говоря, 15 take profit, 15 take profit и 4.8 stop loss, 4.8. Так, у нас получается 3%. Почему? Потому что у нас первый ордер 1%. Объем сделки 1%, 1262. Ну вот у нас почти профит сравнялся. Вот, минимум до ликвидации 85, 84. В принципе, здесь этот показатель не важен, так как у нас есть четкий фиксированный тейк, четкий фиксированный стоп-лосс. Вот, поэтому нам этот показатель здесь не важен. Таким образом, мы с вами в целом, если считать по средним, то сгенерировали комбинацию с сигналами от индикатора RSI на стратегию по 8% в месяц и 101% годовых. Если посмотреть на все истории торгов, то мы начинали с марта 2013 года. За первый год мы заработали мало, 8,5%. Второй год у нас убыточный, к сожалению, да, минус 11,6%. Третий год плюс 28%, 2016 85%, тут 17 50%, далее 18 минус 21%, потом 105, 79, 76, 236, 431, 31, и сейчас за этот год мы 162% заработали. Но это, опять же, за счет чего? За счет того, что у нас сложный процент, вот, и за такой промежуток достаточно долгий времени мы заработали плюс 1262% на акциях ПАО Сбербанка. Вот, если, опять же, обратиться к тестеру стратегии, у нас все данные 1262 совпадают. Вот еще раз вся история у нас входит в текущий график. Максимальная просадка средств была всего лишь 31%. За все время было совершено 124 сделки, из них прибыльные 37,90. Да? Небольшой показатель, да, опять же, винрейт вот у нас показывается, иногда он чуть-чуть не совпадает. Это все из-за того, что, ну, чтобы была возможность за раз тестировать 1000 комбинаций, из-за этого движок индикатора упрощен, вот, соответственно, какие-то показатели могут чуть-чуть расходиться, но зато мы явно отсекаем ненужные направления в дальнейшей оптимизации и, собственно говоря, подбираем наилучшие параметры. Давайте, что еще мы можем сделать? Попробуем максимизировать профит. Здесь видим, что от 14 до 15 у нас идет. Давайте так и сделаем. От, я думаю, 14. Хотя у нас, ну ладно, давайте от 14 сохраним до, давайте, например, до 20 с шагом 0,1. Попробуем так. И здесь от 3 до 5, я думаю, от 3 до 5 с шагом 0,1 можно поставить. Или даже, наверное, от 4 до 5, от 4 до 5 шагом 0,1. Шаг 0,1. Вот. И давайте с вами
Вот у нас 1000 комбинаций получилось, самое лучшее. Видим, что в целом-то мы и не пошли дальше, как бы особо у нас, что здесь осталось все то же самое, 4,8, да. Ну, давайте попробуем 4,5 до, например, 5,5, да. Ну, так попробуем. Что-то изменится у нас или нет? Нет, в целом все без изменений. Это самая лучшая комбинация. Единственное, что мы можем максимизировать чуть-чуть профит, 15,1 поставить, и у нас 1315, тут 1303 получается профита. Вот. Получше, конечно, да, у нас уже 9% ежемесячно стало и 105% годовых. Вот. Таким образом мы с вами сегодня поработали над российским рынком. Все прекрасно так же работает, как и с криптовалютой. Вот. Подобрали комбинацию, которая прошла всю историю торгов, показала только 2 убыточных года. Вот за всю историю торгов на российском рынке на акциях ПАО Сбербанка. Ну, это не крипта, да, волатильность здесь не такая. Вот. А в среднем за всю, соответственно, историю торгов у нас среднемесячная 9% стратегия показала, и если рассчитывать по среднегодовым, то 105%. Считаю, что наша задача сегодня выполнена. Спасибо большое за внимание. Пишите, какие акции, возможно, Форекс, какие-то котировки разобрать, либо какой-либо другой рынок. В общем, пишите, чтобы интересно было разобрать, подобрать какую-то комбинацию под какой-то сигнал. Пишите в комментариях, ставьте лайки. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой аккаунт в TradingView. Там вы можете для себя добавить бесплатные индикаторы, такие как RSI Signal, прочитать описание моих закрытых индикаторов, такие как торговая стратегия, такие как оптимизатор и других индикаторов. Всем спасибо за внимание, всем профита, пока-пока.